Всем привет, дорогие друзья! Вы по-прежнему на канале «Мы в Испании». Тема сегодняшнего нашего ролика – где можно провести лето. Приближается летняя жара, июль-август, на нашем побережье становится жарко. Встает вопрос, куда можно поехать, чтобы прекрасно отдохнуть. Давайте порассуждаем на эту тему, мы поделимся своим опытом, а вы пишите в комментариях ваш опыт и ваши планы. Для тех, кто впервые на нашем канале, я хочу сказать, что мы живем в провинции Аликанте. Вот это у нас провинция Аликанте. И вы наверняка, знатоки Испании, уже угадали, что это город, замечательный город Бенидорм, город-курорт, город туризма, город отдых. И, конечно же, летом и весной сюда приезжают очень много туристов. Да, сюда можно приехать летом на отдых с детьми, с семьями или молодежи, в зависимости от того, в каком отеле вы остановитесь, что предлагает отель, какую программу. Но в любом случае здесь есть различные тематические парки, здесь шикарные пляжи, здесь шопинг, отдых, вкусная испанская кухня. Поэтому даже если мы проживаем где-то совсем рядом, мы всегда можем приехать отдохнуть и погрузиться в такую атмосферу туристического отдыха в городе Бенидорм. 100 километров от нашего дома из Ориуэла-Коста. И мы уже туристы, мы уже отдыхаем, мы уже с вещами, с плавками, с масками, с чемоданами, мы уже едем сюда впитывать вот эту атмосферу отдыха, летнего, праздника, пляжа, каких-то вечерних мероприятий. Дорогие друзья, недавно мы посетили замечательный Канарский остров, который называется Лансароте, ну или Лансароте. Так что не забывайте на лето, что есть у Испании еще и острова Канары и Балеары. Балеарские острова находятся в Средиземном море. Это прекрасный, в том числе, остров Майорка, где мы тоже бывали несколько лет назад. Шикарное море, красивые бухты, совершенно на разный вкус отели. Есть более такие приватные отели, где размеренно, тихо, спокойно в таком и останавливаются. Это шикарно, просто здорово. Есть какие-то другие виды отдыха, но также есть и Канары замечательные, много островов. Гран-Канария, Тенерифе, Лансароте, прочие острова. Для тех, кто любит путешествия, кто что-то хочет новое узнавать, есть тематические парки, также прекрасный отдых с детьми, поэтому Канары, Балеары – это тоже в помощь для вашего летнего отдыха. Там тоже можно прекрасно отдохнуть, есть чем заняться. Смотрите наши ролики с острова Лансароте. Этот большой ролик доступен для спонсоров и на нашем канале Patreon. За небольшую умеренную плату вы можете поддержать канал и заодно посмотреть вариант летнего отдыха на прекрасном острове Лансароте. Того, что у нас знакомство с Испанией началось с Канарских островов. Нам, в принципе, нравятся эти острова. Я считаю их очень интересными, и они каждый отличный друг от друга. Там можно с острова на остров летать на самолете и получать удовольствие в течение всего, так сказать, вашего отпуска. С детьми подходит. Но самое главное, конечно, у нас в мире сейчас много аллергиков. И вот там как раз острова, которые подходят для аллергиков. Потому что, в принципе, я об этом узнала еще 20 лет назад. Моя одноклассница туда постоянно ездила с детьми и большую часть времени проводила именно на Канарах, на острове Тенерифе. И другая мне знакомая сказала, что она туда ездит с ребенком-аллергиком, проводит почти полгода, и там у него проходит аллергия. Почему? Потому что это вулканические острова, там в принципе нет никаких таких растений, которые вот прямо аллергенные, какая-то пыльца страшная или что-то еще. Кроме того, там нет каких-то ядовитых насекомых, ядовитых всяких змей и прочее, потому что в принципе на вулкане, наверное, это невозможно, если только это не занесут извне. Поэтому эти острова, они там хорошо продуваются ветром, там есть океан, там есть шикарный чистый воздух. И, конечно, это подходит аллергикам. Очень многие туда едут именно вот избавиться от аллергии и как-то повысить свой иммунитет.
А для тех, кто не любит жару, есть, конечно, север Испании. Это не обязательно Астурия, это достаточно большое пространство, достаточно огромный выбор. Все зависит от цен. Но сейчас я, кстати, обратила в последнее время внимание на то, что цены на отдых в Астурии поднялись немного, и это становится уже менее, наверное, привлекательно. Хочется найти какой-то более бюджетный вариант, экономически выгодный, и даже из севера Испании можно найти какие-то другие варианты. Мы уже тоже присмотрели, но пока не будем об этом рассказывать. Вот, где также есть океан, где также есть хорошая еда, устрицы, красивые достопримечательности, пляжи и более какие-то бюджетные варианты. Но в принципе, для тех, кто не любит жару, и тех, кто не любит шумиху, это, возможно, тоже вариант, один из вариантов. Но я знаю, что молодежь любит больше такие вечеринки. Сейчас я расскажу для молодежи, куда стоит тоже поехать летом. Ну и для молодежи я опять-таки возвращаюсь к островам. Куда ездили, например, молодежь, знакомые, дети наших знакомых, когда выпускались в школе, потому что есть такая традиция, наверное, у многих школьников, которые выпускаются, куда-то ехать в путешествие. Вот одни наши дети, одни наших знакомых ездили на остров Ибица. И Ибица – это как раз вот остров для молодежи. Там ночные клубы, вечеринки, какая-то движуха, что-то такое интересное, где потанцевать и в то же время отдохнуть, и пляжи, и море. Это Балеарские острова, это один из Балеарских островов, находится в Средиземном море. Здесь можно прилететь на самолете достаточно быстро, и в принципе умеренная цена на билет, либо можно отправиться паромом тоже из ряда городов. Сейчас я не буду останавливаться, это может Дения или Валенсия, но тем не менее есть такой вариант для молодежи. Выпускники из колледжа, где учился наш сын, они в прошлом году отправлялись на Тенерифе. Тоже замечательно. Там можно и молодежи отдохнуть, и с семьям, с детьми. Также есть вулкан Тейде, самая высокая точка в Испании, насколько нам известно. В общем, варианты на разный вкус. Но вот для молодежи, наверное, на ум приходит у меня прежде всего это остров Ибица. Вот, рассматривайте этот вариант, узнавайте стоимость, как можно там мальчишники, девичники проводить или там развлекаться, потанцевать. Как вариант, ловите, я вам его дарю. Но, дорогие друзья, это еще не все. Наверное, вы знаете хорошо географию и знаете, что рядом с Испанией находится Португалия. И мы там тоже бывали. Это может быть Лиссабон или Порту, прекрасное место на заре. Там также есть частные домики, красивые виды. Тот, кто любит серфинг, это вот на заре, это туда. Там также есть красивые береговая линия, разные цены, разное жилье. Но есть там и прекрасный остров Мадейра. Тоже приходит на ум как вариант какого-то отдыха. Не могу вам сейчас сказать по ценам, дороже или дешевле, чем в Испании. Вы можете все это узнать сами. Сейчас, слава богу, есть доступ в интернет, и вы можете загуглить и посмотреть. Но как вариант достаточно интересный остров. Там тоже есть виноделие, там тоже есть хороший как бы климат, это тоже океан, там можно плавать, серфинг или снорклинг. Еще одно замечательное место вам на заметку, дорогие друзья, это Андорра. Конечно же, она находится, для кого-то ближе, для кого-то чуть дальше. Но, тем не менее, это прекрасное место, которое мы посещали множество раз. Можно зимой, можно летом, это тоже великолепно. Там красивые виды, горные реки, вы можете подняться вверх на смотровые площадки гор, увидеть красивую Андорру сверху, можно поплавать в бассейне, можно выпить чашечку кофе на природе, там множество интересных музеев, а также можно заняться шопингом. Многие мои знакомые подружки ездили туда покупать какие-то красивые вещи, очки, духи, в общем, каждый находит себе что-то свое. Тем не менее, Андорра также вариант летнего отдыха, если вы там еще не бывали. Можно снять апартаменты, либо остановиться в отеле, то есть все на разный вкус.
но это скорее больше для любителей автомобильного отдыха, чтобы приехать туда на своем автомобиле. Также, я думаю, есть, наверное, какие-то туристические поездки туда организованные, может быть. Вот, узнавайте, гуглите, смотрите, Андорра – это еще один прекрасный вариант, я думаю, летнего отдыха. Есть еще один вариант, если вы хотите активно как-то вот подвигаться летом. Есть путь Якова, то есть в Сантьяго-де-Компостела можно тоже совершить такое путешествие, испытать себя, подумать немножко о чем-то, перезагрузиться и вот как бы активно подвигаться. То есть это тоже вариант. Я знаю, что люди ходят так и в одиночку, и с кем-то, с единомышленниками, поэтому это тоже один из вариантов. Кроме того, можно в принципе оставаться у себя дома, но просто совершать какие-то такие краткосрочные путешествия. Может быть, это у вас будет тур по бодегам Испании, потому что это не просто выпивка вина, это не просто дегустация вина, это в принципе история виноделия. В каждой бодеге есть свои как бы методики выращивания винограда, свои условия выращивания винограда и приготовления разных вин. Вы узнаете об этом, вы узнаете об методике приготовления вина, может, что-то продегустируете и, в принципе, узнаете что-то новое. Либо вы можете съездить в Мадрид, столица замечательного нашего королевства Испания, посетить различные музеи, в том числе музей Прадо, если вы там еще не бывали, просто погулять по улочкам, посмотреть ту центральную площадь, с которой на Новый год выступают и где, собственно, происходят разные волнительные для Испании, для какие-то мероприятия праздничные. Вот, то есть вы можете вот съездить туда. Здесь очень хорошая транспортная сеть в виде поездов. Вы можете купить билеты заранее, забронировать, ну и отправиться вот в такое путешествие даже на поезде. Испания настолько самодостаточная страна, что можно даже летом, в июле, в августе найти то, что вам будет, ну, доступно, наверное. Конечно, ценник будет расти выше, но в любом случае варианты всегда у нас есть. Либо есть вариант снять автодом или автоприцеп в аренду, может быть, остановиться в каком-то из многочисленных кемпингов Испании. Это тоже вариант, который активно используется в этой стране испанцами, с детьми, с бабушками, дедушками. Можно отправиться в морское путешествие, морской круиз. Сейчас, конечно, цены пойдут вверх, потому что сезон уже начинается высокий, но, тем не менее, кому позволяет средства, вы можете отправляться смело в круиз. Это тоже очень интересно. Некоторые не любят пляжный отдых, я их понимаю, кто-то любит взбираться в горы, поэтому есть Пиренеи, и там можно уже отдохнуть в горах, наверное, походить, заняться хайкингом, то есть подниматься пешком в горы, и, кроме того, насладиться красивой природой. И рядом есть Франция замечательная, также для любителей, может быть, Франции и вообще путешествий, то есть можно отправиться во Францию, в Монако. Если хочется Каркассон – замечательное место, но если хочется более такого, наверное, бюджетного отдыха, то можно, наверное, я не знаю, вот один наш знакомый недавно слетал в Болгарию и был страшно рад, доволен гостеприимством, вкусной кухней, горными видами, природой. То есть есть, наверное, вот такие страны, которые тоже предлагают что-то более такое бюджетное, экономически выгодное, но при этом с качественным отдыхом. И много можно, то есть не надо упираться во что-то одно, будь то Астурия или будь то Ариэла Коста. Испания, она достаточно обширная, очень много интересного. Есть Барселона прекрасная, Монсеррат, гора, которую тоже стоит посетить, там тоже интересные места. И просто стоит посмотреть, оценить ваши финансовые возможности, ваши потребности. Вы любите лежать на пляже, либо вы любите пробовать что-то новое, какую-то новую кухню, морские круизы или, может быть, ходить пешком в горы, нужен ли вам там спортивные морские виды отдыха или нет. Но, на мой взгляд, очень приятно это, конечно, то, что у Испании есть острова. Есть острова, как я уже сказала, Канары, Балеары. И это тоже прекрасная возможность, тем более, что туда летают сами испанцы с маленькими детьми. Они очень любят посещать тематические парки, поэтому семьи с детьми, обратите внимание еще и на такой вид отдыха. Ну что ж, дорогие друзья, в этом видео мы поделились немножко своим опытом, информацией,
как можно провести жаркие месяцы, июль и август в Испании, куда можно съездить, что посмотреть. Это лишь такие маленькие наброски для того, чтобы вы, ну, наверное, сориентировались, что есть еще в Испании, кроме того, что мы показывали на своем канале. Ну и, конечно же, любители теплого, жаркого отдыха могут прекрасно проводить время на юге или на юго-востоке Испании, на нашем замечательном побережье, в нашей Ореола-Коста, и либо туда чуть южнее Малага, Марбейя и прочие какие-то населенные пункты. И просто отправляйтесь в путешествие, если вы любите путешествовать на своем автомобиле. Это лишь некоторые наброски, вы можете делиться своим опытом, пишите свои комментарии, оставляйте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал, и мы увидимся с вами вновь в следующих наших роликах. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Адьос, амигос. Чао-чао. Пока-пока.